Итак, наша прогулка начинается, и встречает нас красивая клумба с нежно-голубыми цветами, незабудки. Великолепная азалия. Первый хит нашей прогулки – дерево, которое очень вкусно пахнет дюшесом. Мы не нашли таблички и, к сожалению, не знаем название этого растения. Но если вы узнали это растение, пожалуйста, напишите нам. А это загадочные японские клены. Удивительное по красоте растения, которое наполняет сад яркими красками. Всего в мире существует 150 видов. Это одно из самых быстро растущих деревьев. За год клен способен прибавить в высоте до 1,5–2 метров. Японский клен внесен в Красную книгу. Калина ассоциируется в первую очередь с красными ягодами, а ведь цветущий куст не менее красивое зрелище. Калина цветет пышными зонтиками белого цвета. Сегодня море особенно красное. Большие волны, сильный ветер. Прогуляемся по аллее роз и насладимся прекрасным ароматом и красотой. Мимо странного лысого дерева мы проходим дальше и видим необычайно красивое растение – куст вейгелы. Цветение вейгелы – совершенно фантастическое зрелище. Оно настолько обильно, что куст больше похож на прекрасный букет или огромные облака розового, малинового, белого цветов, состоящие из цветков, напоминающие маленький колокольчик. Хотя сегодня воскресенье, но в саду практически мы одни. Теперь мы взбираемся по лестнице наверх, мимо каштанов, памятника Краснову, держим путь к японскому саду. Мимо роскошных кустов гортензий невозможно пройти равнодушно. Ими можно любоваться бесконечно. На востоке азалия отождествляется со слепительной красотой, дурманящей прелестью и вместе с тем ядовитым коварством женщины. Об азалии сложены трогательные трагичные легенды. Например, однажды кочующий цыганский табор остановился на территории владения великого Махараджи. В этом таборе были две удивительные девушки, сестры-красавицы, которых звали Аза и Лия. Однажды Махараджа для увеселения гостей пригласил цыган на свой праздник. Ради интереса он протянул Лии ладонь и попросил предсказать ему судьбу. Лия нагадала ему беду. Тогда Махараджа разгневался и приказал убить цыган. Но сестрам Азе и Лии удалось убежать. Во время побега они оступились и упали с кручи. Когда люди нашли сестер под горой, только одна из них была жива. У девушки попытались узнать ее имя, но она, умирая, успела лишь вымолвить «Аза Лия». Крестьяне похоронили сестер под горой, а на месте их могилы вырос прекрасный куст, который люди назвали азалией в память о погибшей красоте. А теперь в гости к лягушкам и рыбкам. В японском саду ботанического сада города Батуми есть чудесный прудик, в котором живут лягушки и рыбки.
Я реально от них балдею. А это церцис. Садоводы любят это растение за необычное дивное цветение. В конце весны, покрываясь сиренево-фиолетовыми мелкими цветочками, собранные в пучки, которые появляются в пазухах листьев и просто на стволе. Цветки очень красивые, чаще неправильной формы, не имеют запаха, а к концу лета формируются длинные бобы до 11 сантиметров. Следующий хит нашей прогулки – магнолия лекарственная. Магнолия – растение очень древнее. Первые магнолии росли еще в эпоху динозавров. Появились магнолии на Земле в меловом периоде, около 140 миллионов лет назад, и стоят у истоков происхождения цветущих растений. До наступления ледникового периода магнолия была распространена и в лесах средних широт. Пчел еще не было, поэтому цветы этих растений приспособлены к опылению при помощи жуков. Это очень редкие экзотические растения с оригинальной формой кроны и листьев, эффектными крупными белоснежными цветками 15-20 см в диаметре. Рядом с магнолией лекарственной растет магнолия зибольда. Во второй половине мая, после распускания листьев, магнолия покрывается белоснежными цветками. Итак, мы снова в ботаническом саду. Сегодня мы наслаждаемся цветущими деревьями, растениями. Ну и, конечно, у нас сегодня большая ароматерапия, потому что очень много растений, которые цветут, пахнут. Мы даже взбирались на горы, потому что есть деревья, которые недоступны возле дорожек. Вот. Но мы вот дошли уже до цветущей поляны, и я бы хотела вам рассказать про вот это вот интересное место в ботаническом саду. Это крест, который был установлен по благословению католикоса патриарха всей Грузии Ильи II. Вот. Называется этот крест Балнийский, грузинский крест с расширяющимися рукавами. Он используется в Грузии с V века. Крест украшен резьбой по камню с изображением виноградной лозы. Лоза и православный крест в Грузии неразделимы. Святая Нино сделала первый крест именно из виноградной лозы. Но я знаю, что если прийти сюда, то вы увидите великолепное просто явление, необычный закат, когда все такое окрашивается практически в красный кровавый цвет. Как я уже говорила, крест расположен на цветущей поляне. Здесь растут множество цветов. Например, мы сейчас смотрим на эшольцию калифорнийскую. Ну и на Федю, конечно, который сидит и отдыхает. А вот это флоксики. Белые, фиолетовые, сиреневые. Очень красиво. А это незабудки. Скоро мы увидим прекрасные ароматные розы. Посмотрим, что расцвело на сегодняшний день. Ну, наконец-то, мы пришли в чудесный сад роз. Сегодня на коллекционном участке роз Батумского ботанического сада насчитывается 107 сортов. Более подробно мы покажем розы в отдельном ролике. Большинство роз уже распустились и прекрасно пахнут. А это роскошное растение родом из Австралии, летоспермум метловидный или метельчатый, во всем мире больше известен как манука. Из этого выносливого и мощного растения добывают уникальный мед и эфирное масло, которое по антибактериальным свойствам приравнивают к чайному дереву. Из всех австралийских экзотов именно манука
претендует на звание главной красиво цветущей культуры. А вот так растет бамбук. Из маленького, потом побольше. Верхушка очень мягкая на ощупь. Бамбук – это трава, но многие из его крупных видов выглядят как деревья. Густо прорастая, они образуют удивительные леса. В такой лес забрели и мы. Итак, за время прогулки в ботаническом саду мы увидели много красивых пейзажей, вдохнули ароматы цветов и деревьев, услышали, как поют птицы, как шумит море, как колышется листва на деревьях. Спасибо за просмотр, хорошего настроения!